Чуваки, видео постоянно блокируется, поэтому выберите скорость 0,75 и смотрите это видео в такой скорости. Приятного просмотра! Все герои данной драмы, от флибустьера и до магистра наук. Фильм еще не успел начаться, а герои злодеи уже поют. Сокровищ! Во-первых, повествование в виде песни, а во-вторых, пускайте титры. Зачем надо было разделять этот фильм на две части? Если вы хотели снять целый фильм длиной в 2 часа, то могли бы не разделять его на 2 части, а оставить одной целой частью, хронометражом в 2 часа, а не в 2, каждому по 1 часу. Это же не Лига справедливости Зака Снайдера с длиной в 4 часа. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать. Если этот мужик Флинн, то почему он знает, что его сейчас будут убивать? Разговаривать со зрителями вместо того, чтобы сразу убегать. Ах да, ломание четвертой стены. Найти руками для удачного ракурса, это, конечно, интересно, но для кого лопаты придуманы? Сокровищ! Законы физики опять пошли лесом. Пули во время выстрелов летят гораздо быстрее. Флинн не смог бы увернуться от них, и в любом случае был бы мертв. Почему бы не может выглядеть как нарисованный мультяшка, в то время как все остальные выглядят как живые актеры? Ах да, мультфильм украл идею, кто послал Кольку Роджера. Ну и еще одна пределька. Нафига надо было снимать вот эти сцены с живыми актерами? Я понимаю, экономии, но, блин, любой ребенок, когда увидит это впервые, он подумает, что это за фигня? Я пришел мультик смотреть, а не вот эту фигню с живыми актерами. Вы что мне подсунули? Окно в разных камерах выглядит по-разному. Что Билли там высматривает? Он же слепой. Что он надеется там увидеть? Билли Босс вошел в это здание 2 раза. Причем в одном разе он закрывается за собой, а во второй раз уже нет. Это ж насколько Билли Босс так силен, что он своим чихом способен вот так вот открыть дверь. Ботинки Билли Босса меняют свой цвет с коричневого на бирюзовый. Вывеска у трактира совсем не так, которая была ранее. Вы просто сравните, как Билли Босс заходит с сундуком. Бьет он, когда бьет по барабану то правой рукой, то левой. Аниматоры, вы должны определитесь, он правша или левша. Моего товарища тоже можно назвать капитаном. Билли! Разве ты не узнаешь меня, Билли? Говори скорее, зачем пришел? Нам нужна карта. Сюжетная дыра. Если пиратам, если полупью, нужно было именно карта, то почему они сразу не пришли к Билли? Именно этим самым вечером, а только на следующее утро. Шутки шутками, но по мне это тупо. Он сразу должен был схватить его. Да вы угораете. Он же видел то, что Билли спрятался за дверью. Так почему он не вернулся сразу обратно к дому? Доктора, скорее. Здравствуйте. Сюжетная дыра. Когда доктор Ливси успел так быстро к ним прийти? Он что, тупо проходил мимо, стоял за дверью и дожидался, подслушивая их? Татуировки на животе Билли в этом кадре есть, а в этом уже нет. Компресс на голове Билли то есть, то его нет. А когда капитан меня увидит, ты крикнешь «Вот!» Как-то уж слишком быстро Билли поднялся по этой лестнице, даже не видя, куда он идет. И это получится того, что он слепой. Так он слепой все-таки или нет? Твою правую руку. Куда в этом кадре у Билли подевалась перчатка, которая была на нем? Старый Флинт сам передал мне карту перед смертью. Ой, вот не ври только самого Джимба. Мы сами прекрасно видели то, что ты на самом деле убил Флинта и забрал у него карту сам. А он сразу появляется внутри часов, как только Билли открывает их. Запомните, если вы не бросите пить, очень скоро умрете. Слово «рум» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Господи, доктор Ливси же сказал ему, что если он продолжит пить, то очень скоро умрет. Почему он на ошибках не учится и до сих пор пьет? Зависимость зависимостью, наркомания, но все же жизнь-то дороже. Ну должен же был сообразить. И как удобно то, что он перед смертью успел всю информацию выдать Джимбо, иначе бы сюжет не случился. Простите, не цветет как роза печень от цирроза, а? Да, если роза лишь тупеет мозг. Я все понимаю, тут нам типа пропагандируют здоровый образ жизни, но, блин, глядя именно что на пиратов, которые пропагандируют здоровый образ жизни, вы бы поверили, то, что они пропагандируют здоровый образ жизни. И это с учетом того, что в реальной жизни пираты на самом деле ничего такого не соблюдали, были отморозками и мразями. Что Джимбо делал все эти 4 часа? Ты постоял на месте и ждал? То есть вместо того, чтобы сразу быстрее бежать к доктору Ливси, Джимбо решил тупо постоять рядом и понаблюдать за ними? А если бы они обнаружили его и схватили бы? Самый интересный и страшный персонаж был Гоблин. Джимми Гокинс. А нельзя было представить такого героя еще с самого начала, а не только посередине или ближе к концу. И да, может быть, тут правильно надо было сказать не правдив, а честен. Что? Кто такой? Зачем пришел? Куда бежишь? Неужели стражи такие вопросы в голову не пришли задать Джиму, как только он прибежал? Характер отсутствует. У человека не может отсутствовать характер. Характер — это черта человека, которая обозначает, как именно он себя ведет. Да и, собственно, как нам покажут в этой серии, характер у него все же есть. Сценаристы, вы совсем нас за идиота, что ли, держите? Очень хороший и веселый человек. Да в смысле? Ливси же, как нам объясняли, очень большой оптимист и всегда улыбается. Так с чего он в этих сценах внезапно перестал улыбаться? Клише, все сразу начинают обращаться
страшный пират, но притворяется добрым, что, впрочем, ему удается. Вот нафига вы это проспойлерили нам? Зачем? Любезнейший, мы отправляемся за сокровищами. Нам нужен хороший корабль и команда. Теония, конечно, тут, но рассказывать незнакомцу о цели путешествия, на которое нужен корабль и команда, все-таки выходит за грань. Сэр, у меня есть и то, и другое. То есть, если бы они зашли в любой другой трактир, кроме этого сюжет не случился бы? Табличка с названием корабля в разных кранах разная. Почему капитан на этом судне именно смотрит? Это же корабль Сильвера. Или все же нет? Ленивые аниматоры. Вы тупо иногда в некоторых сценах повторяете те же самые анимации, только слегка перекрасив их. Почему Джим сразу не насторожился, когда увидел Сильвера? Билли больше предупреждал его под намеком. Да и люди, которых Сильвер нанял, вроде бы те же самые, как и те же пираты. Разве его это не смущает? Смерть тебе надоел, капитан. Хватит ему команд! То есть никто из них не заметил, как бочка сама открыла собой дверь и заехала? Включая чувака, которого она зашла прямо под жопу. Да в смысле? Тебя еще в первой части убили. Но почему-то ты здесь остался жив. Вот видно то, что один из пиратов все же подслушал их разговор, не зная то, что их спалили. Так сделали, потому что сценарий велел. Только что случайно я услышал один разговор. Случайно это сложно назвать, ведь ты сам по своему собственному выбору попросил вслед за пиратами. А значит, ты услышал их специально. Сколько же на корабле верных нам людей? Нас 7 вместе с Зимом! Смолет, ну ты хотя бы не страдай враньем. Ты прекрасно знаешь то, что вас на самом деле 4, не 7. И не надо мне говорить то, что эту строчку взяли из книги. Если вы делаете мультфильм полностью по мотиву книги без всяких изменений, тогда и делайте его таким, а ничего не меняйте. Вот кто здесь трое еще, которых капитан упомянул? Где они? Где? Да и более того, потом капитан все же признает, то, что на самом деле их было 4, а не 7. То есть он тут признает свою ошибку. А точнее, аниматоры признали свою ошибку. И сценаристы тоже. Куда все снаряжение и оружие, которое само собой пропало? Трейлони подслушивает разговоры с помощью подземной трубы? Вы что, серьезно? Я понимаю, он тупой, конечно, но чтоб настолько. Откуда эта лодка тут взялась? Что-то сколько веревок я тут не вижу. В некоторых кадрах облики пиратов и сами пираты будут иногда меняться. Куда подевался этот негодный мальчишка? Сейчас больше говорить, когда у тебя закрыт рот. Разумеется, Сквайр самый щедрый человек на свете. Нифига Трейлони не щедрый, а жадный и тупой. В этот раз решили растянуть хронометраж 3-минутным немым кино вместо песни. А жаль, могли бы тут какую-то песню придумать, например, про того же Балагана. А почему нельзя шуметь? Эти явно нереалистично. Вы целых 12 дней не могли просто идти к тому месту, где вы с Флинтом и остановились и поискать там? Не выпустят нас отсюда. Надо что-то делать. Сейчас больше говорить, когда у тебя закрыт рот. Пираты забыли то, что у них есть обычное оружие, и можно было из них пострелять. Пушка. Они заряжали пушку. Затем... они будут стрелять! Ну это же очевидно, мог бы быстро и сразу сообразить. Опять физику послали на 3 буквы. Пушка даже не откатилась назад при выстреле. Это обыкновенная пушка с ядрами, а никакой не пулемет. Сюжетная дыра. Сюжет мультфильма, как и книги, происходит в 18 веке. Однако великобританский флаг с красными крестами символизирует Ирландию 1881 года, то есть 19 века. Как это ядро может быть взрывчаткой? Джим, взгляни! Видишь, там твои друзья, а? Ты не разбойник? Сильвер поднял бы веселого Роджера. Пиратское знамя. Это было бы как-то тупо со стороны Сильвера, ведь таким образом можно было бы попытаться обмануть Джима, если бы пираты захватили бы флот раньше, конечно. Так, что это внешне на кадра? Текстура провалилась. Джим Сквайр и Док идут с капитаном Смайтом, как мудаки. Еще дверь перед ним захлопнули. Вот гады, это микрофон, а не динамит. Море? Тогда почему свеча горит? Или погодите, это что, море из губки Боба? Дьявол! Он серьезно все 3 там висит, даже не додумался никого позвать на помощь, чтобы вытащить его. Как можно не отличить реальность от картины? Кстати, в прошлом кадре вместо картины тут было именно что настоящее окно. Вы, аниматоры, нас за идиотов не держите. Оружие и прочие пушки работают не так. Мне кажется, или этот пират умственно отстал, в отличие от остальных. Проглотить лимон и не ощущать его кислоту вообще невозможно. Как Джим его терпит? Да из какого-то хрена лимон превратился в орешек. Никто тебя не просил его прожевывать и глотать. Можно было бы просто выплюнуть. А откуда он достал фанеру, врезанную под бар? И почему она стоит вертикально и не падает? Слово «ром» на английском написано не так. Не, я ошибся. Походу, это не Пью слепой. Это все пираты слепые, раз они там не увидели впереди обрыв с небом. Ну и нафига надо было ломать свое же собственное убежище? То есть вот того здоровяка Джиму смог легко завалить, а вот этого уже нет? Зачем он наливает туда воду? И даже если это что-то горячее для создания ракеты, то нет такого жидкого вещества, которое по типу пороха. Никто тебя не просил это крепко держать. Мог бы просто отпустить или выкинуть. Имя Смолета пишется с 2 «Т». С 2! Сюжетная дыра. Откуда Доб знает, куда именно надо идти, где Дунган находится? Джимби ему еще не успел об этом рассказать. Что за чертовщина? Куда это ушел доктор Ливси? Как куда? Ушел на встречу с Бэном, ты что, забыл? А если у него есть план, так и у меня найдется кое-что. Кому это он говорит? Сам себе вслух? Или ломает эту стену? И в том и другом случае он ведет себя как мудак, потому что все вокруг спят. Нафига он туда встал и стоит тебе? Можно было бы сразу бежать на палубу и спастись. Клянусь громом, это Джим! Джим забыл о том, что он взял с собой пистолеты. Мог бы просто достать их и расстрелять этого пирата. Шкода
скажем, такой остров вокруг вообще не было скал. Нафига тогда надо было пускать лодки, если можно было сам корабль пришвартовать к берегу? Это я убил Израиля Хэтса и увел шхуну. Нет, блин, ты не убивал его. Ты оставил его висеть на канатах. И он, кстати, там до сих пор так и останется висеть даже в конце. И не надо мне говорить, что Джим тут специально якобы врет им, чтобы казаться крутым и чтобы запугать их. Потому что это все равно, что если бы, например, какой-то человек, изображающий себя супергерой, также попытался бы запугать, например, бандитов, типа сказав им, что он убил главаря. Да они в этом случае не побоятся его, а наоборот, еще сильнее захотят его убить и будут злы на него. О чем Джим вообще думал, когда говорит это? Вам меня, сценаристы, не обмануть. Кто тронет Джима, будет иметь дело со мной. Ты не знаешь, зачем доктор отдал мне карту? Сюжетная дыра. Карта все равно у вас. Так что в любом случае вы от Джима должны были избавиться, как от свидетеля, и убить его. Она настоящая! А чего ты удивляешься? Разве вы раньше не видели ее? Или не присутствовали рядом с Игорем, когда тот заполучил ее? Но как мы увезем сокровища? У него что там, дырка сквозь рот? Могли бы его тогда не рисовать, а просто такую голову оставить. Почему тут попугай выглядит как обычный, если раньше вы его показывали как антропоморфного? 107. Вот 3 высоких дерева. Теперь ребенок нашел бы сокровища. Тут все деревья высокие. Откуда ты можешь быть уверен, что именно эти деревья правильные? Джим, ты не связан, ты только руки свободны. А чуть позже он вообще стоит уже не связанным. Вы-то уже определитесь, его все-таки связали или нет. Связали. Неужели Джим? Он самый! Извините меня, но кто вот этим голосом только что сейчас сказал? Почему среди пиратов есть еще такой пират, который в точности похож на Джона Сильвера? Я из-за этого, когда впервые смотрел, подумал, что Джон Сильвер тоже погиб. Смотрит, не смотрит, куда он идет. То есть Джим, один из главных героев, был недостоин чести показаться в качестве живого актера. Как по мне, это несправедливо. Сцена после титров, которая не намекает ни на какое продолжение, и существует просто так лишь, чтобы просто существовать. Что это? Белый флаг. Минздрав предупреждает, Минздрав предупреждает.